Всем привет! Меня зовут Ярасик, и в этом видео я вас подготовлю к созданию персонажа на сервере проекта Sirus.su. Начнем с разделения контента на этапы. В каждом из них есть свои топы. Но кто неизменно остается в топе из хайгира рекаунта, так это чернокнижники. Актуальные танки на протяжении всего контента будут БДК в качестве мейн танка, а также протопал в качестве замены и второй игрушки для ударов. Первый этап. Накс Рамас. 7 тир комплекта, итем левел 200 по 226. ДПС. В топе будут все кастеры. А из миликов в олимпийских соревнованиях примут участие Комбат Рога и Анхоли ДК. Самыми актуальными хилами будут Холипалы, Рестор Шаманы и ДЦ Престы. Накс Рамас продлится недолго, а уже 29 числа выйдет Ульдуар. До него ровно 20 дней с начала контента. Но зная Сирус, можно создать догадку, что Ульдуар перенесут, так как 29 число это пятница, а не четверг. А ведь обычно Сирус зачастил с открытием контента в четверг в 18:00. Увидим, как это будет на самом деле. О чем это я? Ах да, классы этого контента. Ульдуар. 8 тир комплекта. Итем левел с 219 по 239. Ничем и не отличается. Милики все так же на одном уровне с Беброй, а ренджи по-прежнему доминируют. Но не все вечно. Каражан. Испытание крестоносца. Магик. Грул. 4 и 9 тиры комплекта. 232 по 258 итем левел. В этом контенте и ДПС классы уже начинают вылазить из своих нор. Такие спящие классы, как Коты, Вары, Фрост ДК, дамаг которых вырос благодаря появлению хороших тринкетов, а также наличию минимального рейтинга пробивания брони. Сурф-ханты с получением 4Т4 начинают показывать результаты получше, но все равно не лишаются звания бесполезности, имеющего на пул. Цитадель Ледяной Короны. 10 тир комплекта. Коты, последний контент, радуются своему дамагу до 5 тира. А вары начнут жить в пятерке рекаунта вместе с локами. Кандидаты номер 1 на сбор Шадоуморна являются вары, чтобы паладинам на арене было приятнее с ними играть, естественно. А рыцари смерти пусть радуются блинтролю. Среди хилов, в конце концов, конкурентоспособным стоит и Рестор Друид, благодаря подземелью, в котором много постепенного урона. Крепость Бурь. Змеиное святилище. Ульдуар. Бронзовое святилище. Проще говоря, 5 тир комплекта. В нем будут топы рекаунта, никто иные среди ренджей, как Локи, маги. А среди миликов вары и ДК. Убитые в хлам классы — ШП и Энхи. Где-то на дне вместе с ними зоопарк из ретриков до котов. Но, если честно, сам я не играл в Т5 контенте. Поэтому я создам комментарий под видео, в котором вы сможете обсудить с имеющими уже опыт игроками, кто все-таки лучше, а кто хуже. У кого будет время, сможет и сам свой топ-лист составить на контент 5 тира. И где-то меня подправить. В этапах прошлого контента. Потому что мнение субъективное, ведь это то, как все видел я. За ПВЕ покончили. Пройдемся по ПВП составляющей. Скажу сразу, за арену 1 на 1. Населять ее будут в основном такие классы. Хоть арена и бесполезная, как для рейтинга. Однако в ней можно научиться отыгрывать за своего персонажа. В топе будут Гибрид ДК, 43 таланта Ванхолика и 28 в кровь. Разбойники, Фералы, Локи и Паладины. Там все просто. Паладины и ДК примерно на одном уровне силы. Только Паладины — это полная контра разбойникам. Разбойники убивают рыцари смерти убивают чернокнижников, а чернокнижники контрят Паладина. В общем, перечисление всей этой содомии — это будет тем еще искусством. Советую выбрать персонажа, и с опытом вам все придет. Пройдемся немного по арене, которая нужна будет для покупки шмота. Арена 2 на 2. На ней вы встретите такие сетапы, как Лок-шаман, где шаман может быть как хилом, так и элем. Рестор-шаман плюс протопал, где один диспелит, другой бьет лицо. Шаттер, ШП плюс фростмаг. ШП отыгрывает роль одновременно хила и ДПСера. Сильно контрящий сетап. ДЦ Ферал, где Ферал закидывает раз в 3 минуты иннер по ДЦ. Сетап бабуин миликов, пал плюс ДК. Причем как в ДД спеках, так и в танках. Вара пал.
Холипал плюс армсвар. Тут все просто. Один ломает лицо, другой хилит. Редкие, но не менее опасные сетапы. Рогопал, Хантпал, ШП АДК и Рогомаг. Это все основные сетапы, использование которых я замечал при игре на проекте WoW Sirus. По поводу начальных этапов на БГ, будет фаново играть танками. ГДК, протоваром и протопалом. Что насчет выбора расы? То для каждого игрока может быть свой универсальный выбор. От игры за один спек в одном направлении до мультигеймплейности всего контента. Накидал вам определенных рас, а дальше что, все же выбирать, бонусы рас вы можете и сами прочитать в игре, либо по ссылке в описании. Если вы собираетесь играть воином, ПВЕ за ДД со спеком в танка, за Альянс дворфы, возможен рефраг в союзную расу, а за Орду орки. Если с желанием играть в ПВП, однозначно за Альянс выбор расы человек. За Орду выбор расы орка, но нейтральным окажется выбор Пандарена, паладин. Универсальным выбором под все ситуации ПВП и ПВЕ ночной эльф за Альянс. За Орду универсала для паладина нет. Либо танк плюс ДД, и это орк, либо ДД плюс хил, и это Синдарай, эльф крови. А если речь идет за ПВП, то тут однозначно нежить за Орду, а по поводу Альянса эльфы бездны, ночные эльфы, люди. Из нейтралов по-прежнему панды в ПВП хороши. Рыцари смерти. В ПВЕ за Альянс. Может лучше не создавать за Альянс? Одумайся, парень. Все равно хочешь. Ну, может уже на нейтрале панду создашь? Если нет, то тогда у тебя выбор ночного эльфа. Либо эльфа бездны. Тут полномочия мои как бы все. За Орду же. Орк и нежить чисто дамажить. С будущим возможным выбором расы Варидара. А если вы захотите танчить, то лучше брать Нагу. Охотник. Тут я наткнулся на определенно огромный зоопарк. Каждый выбирал что хотел. Однако у меня сложились такие рекомендации. За Альянс ПВЕ подойдет человек и Ворген. Возможен ли раз в эльфа бездны? В ПВП подойдут человек и ночной эльф. За Орду же в ПВЕ нежить, гоблин, вульпер с возможным ли расом Варидара. А вот в ПВП вам могут понравиться Пандарен, нежить или вульпер. Шаман. В ПВЕ за Альянс для дамага и отхила выбором будет эльф бездны, которого нужно будет прокачать. А для старта сгодится и ночной эльф. Что по поводу ПВП за Альянс, оставляем ночного эльфа. За Орду ПВЕ хилы будут слабее, чем у Альянса. Однако гоблины и синдареи, то есть эльфы крови, неплохой выбор с возможным ли расом Варидара. Речь шла про элемов или рестор шаманов, так как энхов Сирус не любит. Однако, если и такие фанатики есть, за Альянс выбор расы человек, за Орду по-прежнему гоблин. А если захотите играть ПВП шаманом, отличным выбором расы для арены будут пандарены для хорошего контроля. Либо ночные эльфы и бездны для хорошего монорега. Друид. Там 4 сраных спека. Вы издеваетесь? Вы думаете, вы меня сломаете? Самая универсальная раса за Альянс будет выбор ночного эльфа. За Орду же станет нежить. Выбор ночного эльфа будет лучшим для друида. Разбойник. За Альянс выбираем ночного эльфа. За Орду же нежить. А для ПВЕ возможен рерас Варидара, либо ночнорожденного. Маг. Ночной эльф за Альянс. Или за Орду нежить гоблин. Для ПВЕ за Орду вы сможете рерасуса Варидара. Чернокнижник. Высший эльф за Альянс ПВЕ. Ночной эльф для ПВП. За Орду нежить либо гоблин универсальные расы. Для ПВЕ можно рерасуса Варидара. Для Лока за Орду расы лучше. Жрец. За Альянс однозначно создаем ночного эльфа. При желании качаем эльфа бездны. Если будете играть за ШП в ПВЕ, эльф бездны вам 100% понадобится. За Орду же нежить либо гоблин. Фух, вы не представляете, насколько я задолбался смотреть на каждый класс и выбирать им адекватную расу. Надеюсь, вы поддержите меня лайком, а те ребята, которые собираются играть на проекте WoW Sirus, прожмут подписку и колокольчик, чтобы получать актуальные новости от меня. Напоминаю, что я провожу трансляции почти каждый день и буду стримить открытие нового сервера, название которого до сих пор неизвестно. Ну вы поняли прикол, да? Налтарион X3, Алгалон X4, а X5 просто X5. В общем, все полезные ссылки как на регистрацию на проекте WoW Sirus,
так и ссылку на мой телеграм-канал увидите в описании. Увидимся на моем стриме. До скорой.